Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш новый выпуск на тему малоизвестные факты о Никите Хрущеве, которые скрывали советские историки. С именем Никиты Сергеевича Хрущева в основном связана та самая оттепель, когда люди вздохнули полной грудью после сталинского террора. Однако этот лидер правительства был не таким простым и лояльным, как нам кажется сейчас. Ведь именно при нем человек впервые отправился в космос, и произошли репрессии новаторства в искусстве, стали разрушаться сельскохозяйственные угодья страны и появились новые союзники. А также нависла тень Третьей мировой войны. Для чего советские историки скрывали многое из биографии Никиты Хрущева от современников. В 1894 году в селе Калиновка Ольховской волости Дмитриевского уезда Курской губернии в семье крестьян родился мальчик Никита. Сейчас эта местность принадлежит Хомутовскому району Курской области. Да и в те времена родное село Хрущева находилось недалеко от границы с Украиной, однако будущий лидер Советского Союза никогда не был этническим украинцем, хотя многие думали иначе. В 1908 году родители Хрущева перебрались на Успенский рудник Юзовки. Он находился на территории современного Донбасса и осели там. С 16 лет молодой парень стал подрабатывать на руднике, потом сам освоил профессию шахтера, выучившись в местном техникуме. Хрущев почти все свое детство и молодость провел на Украине, поэтому у него было много соответствующих привычек и отразились малорусские традиции даже на поведении Никиты Сергеевича. Даже после того, как он с семьей переехал на постоянное жительство в Москву, все равно старался придерживаться украинского стиля, на сталинские приемы приходил в вышиванке, варил умопомрачительные борщи и мастерски мог плясать гопак, малорусский народный танец. Еще во время учебы молодого человека закрутили партийные дела. Он успел поучаствовать в митингах 1912 года, когда выражались протесты в связи с Ленским расстрелом. Полиция взяла юного протестующего на заметку. Потом в той же Юзовке молодой шахтер завел знакомство с Кагановичем, который уже после революции рекомендовал Никиту Хрущева как отличного руководителя и помог занять важные посты в партии. На Первую мировую войну работающих в шахтах людей не забирали, на них действовала броня. Но после революционных событий в 1918 году Хрущев сам ушел с шахты. Он вступил в партию большевиков и стал активным участником гражданской войны, не менее кровопролитной и даже более жестокой. Сначала Хрущев занял должность командира отряда, потом стал комиссаром батальона. Конец войны встретил в качестве сотрудника политотдела 9-й Кубанской дивизии, внедрявшей советскую власть в Грузии и на Кавказе. Первый очень серьезный пост Никите Сергеевичу достался в 1934 году. Тогда Хрущев стал первым секретарем МГК ВКПБ. В 1937 он возглавил обком партии. Во время своей работы на Украине Хрущев склонялся к политике Троцкого. Естественно, об этом факте биографии первого секретаря ЦК КПСС историки не упоминали. Дело в том, что еще в Донбассе Никита Хрущев дружил с очень колоритной личностью по фамилии Харечко, а тот был убежденный троцкист, что было вполне нормальным для Украины того времени, ведь даже Христиан Раковский, первый серьезный лидер правительства, симпатизировал Троцкому. Этот факт собственной биографии Хрущев был вынужден припомнить в 1937 году, во время Большого террора. И он написал «симпатизировал одно время», но потом поменял свои убеждения. Однако в 1957 году это вспомнили Каганович и Молотов, когда Хрущев начал борьбу с антипартийной группой. Об этом периоде в жизни Никиты Хрущева стали говорить в 90-е годы. Известно, что с 1934 года он являлся одним из членов тройки НКВД, куда входили еще Станислав Реденс и Константин Маслов. Все они каждый день приговаривали к расстрелу или отправляли на каторгу десятки и сотни людей, угодивших под большой террор. В 1937 году Хрущева заменили, его самого тоже стали проверять, и на его место встал второй секретарь Московского горкома Волков. Интересен тот факт, что все 3 года своей работы в стройке Хрущев собственноручно не подписывал ни одного обвинительного документа. Вернее, эти бумаги были, и на них была подпись Хрущева,
но их до сих пор в архивах не нашли. Может быть, Никита Сергеевич в годы своей власти приказал уничтожить компромат на себя, то ли документация исчезла во время войны. Хрущев участвовал во Второй мировой войне. Он был назначен командующим Юго-Западного фронта, однако совершил много неудачных шагов и просчетов. Тем не менее, Никита Сергеевич получил звание генерал-лейтенанта за участие в войне. В послевоенные годы он остался работать в партийном совете Украины. Как-то в одно засушливое лето конца 40-х Хрущеву удалось спасти украинский народ от голода с помощью посевов кукурузы. Вдохновившись этим успехом, Хрущев решил объявить кукурузу самой главной посевной культурой государства. Указ был подписан и стал действовать. С тех пор под кукурузу в принудительном порядке отводили большую часть плодородных земель. Но случилось совершенно обратное: не стало хватать мяса, молока и даже хлеба в стране. Объяснение было элементарным. На следующий год вся посеянная кукуруза не выросла. Правда, Хрущев объяснил неурожай тем, что руководители хозяйств сами виноваты, так как недобросовестно отнеслись к приказу. Других объективных причин он не указал. Хрущев утверждал, что на украшения в градостроительстве расходуется слишком много бюджетных средств. Он не собирался охранять культурное наследие, оставшееся с прошлых веков. Когда 22-й съезд ЦК КПСС стал готовиться к постройке Кремлевского дворца, Хрущев не захотел, чтобы здание строили за пределами Кремля. Не был доволен даже место, оставшимся после разрушенного храма Христа Спасителя. В результате строителям пришлось частично разобрать старинные постройки внутри Кремля. Оружейную палату 1807-1810 годов, офицерские казармы, построенные во времена Николая I. В 1962 году Хрущев подписал указ о продолжении сносов учреждений религиозного характера. Тогда была уничтожена греческая церковь Дмитрия Солунского, уникальное здание, одно из прекраснейших в России. Потом на этом месте в Ленинграде появился концертный зал «Октябрьский». В перестроечных СМИ постоянно вспоминали, что Хрущев сорвал заседание ООН, но со временем постепенно забыли. Но этот факт действительно имел место быть. 12 октября 1960 года первый секретарь ЦК КПСС, сидя на 15-й ассамблее ООН, снял туфлю с ноги и стал постукивать ею об стол, якобы пытаясь выбить камешек. Он стал так делать в момент обсуждения венгерской проблемы. О ней Хрущев и другие представители СССР не хотели говорить, поэтому пытались сорвать доклад. Присутствовавший там Микоян позже рассказывал, как Хрущев тряс и махал в разные стороны своим ботинком, пока выступал докладчик. Так поступив, он показывал, что этой проблемой Советский Союз не интересуется. В 1962 году в Московском Манеже состоялась выставка художников, писавших в авангардном стиле. В «Новой реальности», так называлась выставка, демонстрировалось около 2000 картин. Хрущев ни черта не понимал в авангардизме, но на выставку заявился. Безусловно, он жестко раскритиковал всех художников и их картины и не стеснялся употреблять нецензурные выражения. В частности, полотна он назвал мазнёй, а авангардизм – ослиным искусством. Сразу после посещения Манежа первый секретарь приказал в ту же минуту исключить всех участвовавших в показе художников из партии и из Союза художников. Но оказалось, что ни в Союзе, ни в КПСС почти никто из творческих людей даже не состоял. В сталинские времена многие сельские жители не имели паспортов, документы было трудно выхлопотать. Существовали строгие условия получения, да и сами председатели колхозов не желали отпускать работников земли. При Хрущеве в рамках оттепели колхозники получили дополнительные возможности для оформления паспорта. С 1954 года документ выдавали тем, кто постоянно жил на селе, но ездил работать в города. В середине 1958 года появились временные паспорта для деревенских жителей, которые уезжали на сезонные работы в другую местность. Такой паспорт был действительным при наличии договора и на конкретный срок, также указанный в договоре. Лишь с 1974 года все граждане СССР стали получать паспорта независимо от места проживания и обстоятельств. Выступая перед публикой, Никита Хрущев выражений не выбирал. Частенько от лидера СССР можно было услышать, что он упоминает Кузькину мать, и по этому поводу ходили анекдоты. Получила известность история, в которой Хрущев, общаясь с вице-президентом США Никсоном, сказал: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия.
Мы вам покажем Кузькину мать». Говорили, что эти слова якобы перевели Никсону буквально, то есть мать Кузьмы. И в правительстве Америки стали думать, что у русских появилось особенное секретное оружие под кодовым названием «Кузькина мать». Правда, на самом деле переводчик перевел все как и надо было, то есть сформулировав смысл иносказания «покажем, что есть что», и Никсон ходил более или менее спокойно. Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, обожал выдвигать разные идеи и воплощать свои мечты в жизнь. Он был первым из советских руководителей, кто побывал с визитом в США. Кроме того, Хрущев ни с кем не считался. Что думал, то и говорил, и не раз в присущей ему шутливо-ироничной форме угрожал другим мировым лидерам. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.